Так, друзья, всем привет и добро пожаловать на новое видео про машины с аукциона в Канаде. Что мы имеем сегодня? Не буду долго снимать вступление. Итак, у нас Mitsubishi Outlander 2010 год. Куплен был на местном аукционе ICBC в Британской Колумбии, Канада. В круговую мне вышел с таксами, с доставкой, полностью все в круг. Я дал 2500. Что мы имеем? Мы имеем V6, полный привод, отключается, подключается, то есть бесключевой доступ, ну, естественно, кожаный салон, подогревы сидений, кондиционер. Тут уже немножко подубрался я, ну как, так быстренько, скажем так, но сзади у нас, вы видите, тут немножко хлама. Подкрылок лежит, это уже я снимал, потому что мне нужно было поменять крыло. Здесь у нас был дент, и мне друг подогнал, у него было крыло в цвет, и он мне его отдал. Итак, покажу вам, в принципе, причину, почему я меняю крыло. Потому что на нем у нас дент. Вот такой вот. Его тут прекрасно видно на свету. Скажу честно, что вживую его не сильно видно. То есть оно начинает играть, когда вот нормально хорошее освещение. На улице, в принципе, не сильно бросается в глаза. Но достаточно глубокий дент. Для того, чтобы его не красить, не шпаклевать, был найден вот такой вот фендер. Он цвет в цвет. Подогнал мне его дружбан, поэтому тут как бы отказываться было глупо. Поэтому ставим его. Единственное, конечно, что пришлось мне подраскидать здесь. Ну, я не ожидал, что надо будет прям вот так вот все доставать, но уже сделал. Вот, еще, кстати, когда снимал, увидел, что у нас есть еще вот здесь, видите, заломчик, дент. Ну, я думаю, это пойдет. Ну, то есть это можно будет сделать так, чтобы никто не видел его. На инспекции имею в виду фотографию. Вот. Что у нас здесь? В принципе, здесь все нормально. Единственное, знаете, что я обнаружил? Они-то идентичные. Кроме, ну, я думаю, может, внимательно уже увидели, нашли? В чем у них отличие? Правильно, поворотники. Самое интересное, что здесь, видите, даже провод есть поворотно. И есть фишка. И изнутри там есть фишка. Не знаю, подключать или нет. Но, по-моему, здесь не хватает именно самого вот этого длинного коннектора. Может быть, конечно, я просто не силен в электрике. Вот, то есть выход. Возможно, именно вот эта штучка должна просто закликиваться туда. Попытаюсь сейчас ее сделать. Посмотреть, если она будет работать, то оставлю ее рабочей. Если оно не подходит, то просто не буду подключать. Потому как у нас с этой стороны, естественно, точно такой же фендер. Тут у меня поворотников в них нет. То есть у меня поворотники в зеркалах. Ну и вот, поэтому не знаю. Посмотрим. Вот, сейчас буду ставить. И уже в дальнейшем будем скидывать бампер. Вот, потому как его тоже нужно будет сбрасывать, делать фотографии для инспекции. Все фотографировать, потому что, видите, у нас здесь damage. Поэтому и у меня немножко неправильно, неровно стоит. Когда капот закрываешь, вот эта часть бампера, она просела вниз. То есть у нас здесь зазор отличный с бампером, с капот и бампер. А вот начиная отсюда у меня бампер уходит вот так вот вниз. Будем тоже смотреть. Пока я ничего здесь явного не вижу, чтобы что-то было согнуто. Тяжело сказать. Но когда сниму бампер, возможно, что-то найду. Вот, кривое.
зазор бампер не стоит, потому что его нужно будет снимать. В него был удар. Покажу вам по дэмэджу, с которым я его взял. Получается, удар был сюда. У нас есть счёс вот здесь. Видите повреждения. И у нас был дэмэдж по заднему бамперу, который вы видите, он уже снят. Вот, получается, удар пришелся между бампером и накладкой. Также еще разбит вот этот катафот. Еще, по-моему, я смотрел, есть мелкие вот царапины вот здесь. Что у нас здесь? Ну, тут уже были царапины от того, что ее юзали. Это, кстати, забыл сказать, это 7 мест. Сабвуфер стоит штатский. Ну и в принципе как бы все. Почему у меня лежат диски? Опять-таки это мне отдали, они не были в комплекте с машиной. Это от 2020 года Mitsubishi Outlander, точно такого же, только 2020 года. Суть была такая, что я хотел снять резину с них, мне друг дал, но оказалось то, что все колеса были плохие, то есть то порезы, то шишки, то еще что-то. Поэтому я купил новый комплект абсолютно резины, он уже стоит на машине, я его уже поставил, Bridgestone Turanza, вот. И за этот комплект я дал $200, полностью за 4 шины, и обул на диски. Обуть на диске мне вышло еще $100, то есть вот $300 моих вложений на данный момент. Плюс что еще, друзья мои, что я купил, что вам покажу. Катафот я купил. Вы все эти кадры увидите, покупку катафота. И какие-то, допустим, как я делал крыло, тоже все вставлю, все покажу. Катафот уже купил $20. И вот эту вот накладку я точно так же купил. По-моему, она вышла $150 пластмассовая. Видите, как она соединяет вот весь задний бампер. Получается, вот часть заднего бампера и вот. И она соединяется пластмассовой. Вот такой вот штучкой. Под капотом. Под капотом у нас V6. Как я и говорил до этого. Тоже приехала машина с разряженным аккумулятором, я его полностью зарядил, поставил назад, подкрасил вот это вот крепление. Ну и в принципе здесь ничего такого, то есть сервис был по замене ремня буквально недавно, скажем так. И масло, на масле еще можно ездить 2000 километров, там висит стикер. Кто не знает, в Канаде, когда ты делаешь замену масла, есть специальные, скажем так, заведение, где ты меняешь где ты меняешь масло. Вот тут, кстати, да, пробег 236 тысяч. И вот пишет, на каком-то километраже вам нужно делать масло. Вот у меня еще 2000. Вот. Ну, я думаю, что я машину доделаю, прокатаюсь и прокачусь. И поменяю масло в любом случае чуть пораньше. Запускает, едется она. Тут у нас вот так вот. Кондиционер работает, проверял, это важно. Вот, полный привод, я так понимаю, вот здесь включается, он сейчас на переднем. Я так понимаю, что включить полный нужно включить в лок. И все. Вот такие вот у нас автомобили. Так, друзья, в дальнейшем начнем работу. Сейчас буду менять задний бампер, буду ставиться назад, собирать. И мне нужно будет снимать передний бампер, точно так же менять там решетку, и точно так же мне еще нужно будет делать фотографии и сзади, и спереди, для того, чтобы пройти 2 инспекции. Поэтому начнем, приступим, и вы все увидите в этом выпуске. Погнали! Итак, редкие кадры, как мы после работы бежим успеть к закрытию, набрать себе запчастей. В автомобильный рай. Да, в автомобильный наш рай. Так, рассказываю, зачем мы идем. Серега уже знает, он уже был, он уже ездил, смотрел. Тут у него есть Grand Cherokee, который ему нужен. И мне нужен катафот. Вот, поэтому сейчас снимем катафотик мне. И Серый посмотрит себе на Grand Cherokee. А что ты хотел смотреть? Что тебе надо? А мне надо этот абсорбер. Абсорбер наперед, да? Передний абсорбер нужен. Да, он есть. Вот он родной, вот он же Да, тут целенький. ждал меня. И вот эта чепуха смотри.
Да, и вот это загнуто у него. Так, а вот разорванный Outlander, как у меня. Тут, конечно, ну... О, крыло есть. Но мне не надо, слава богу. Тут вообще ничего живого не осталось, вы видите. Мне, кстати, нужен был еще гидроусилитель. Может быть, понадобится. Гляньте, смотрите, тут вообще отрезали просто вот так вот. Видите, четверть резали. А, стойку. Да, вот это ее покромсали. Вообще, не слишком много их на разборках, к сожалению. То есть, вообще всего два я нашел. Вот это первый и второй есть там у типа. Ну, у него тоже он разорванный. Ну, фарки есть целые. О, справа уже нету, кто-то снял. Андапки надо? На всякий случай. Давай. Кстати, фишка в том, что тут можно андапки себе просто брать, оригинальные, и потом ставить. За них не берут деньги. Мы их в основном просто складываем, какой-то пакетик, кулечки, выходим с ними. Это лайфхак кому-то, если кто-то будет что-то снимать, ему нужны будут андапки, не заказывайте, не покупайте где-то на Амазоне, там, я знаю, они по 10 баксов продаются, китайские. Вот, приходите на разборку и оригинал себе берете. Ну вот, ладно. Так, короче, мы забрали все запчасти. Вот эта штука у меня вышла на 15 баксов. К слову скажу, что я находил такие на Амазоне, но только в США. $20 американских, плюс такс, плюс доставка. Они там получаются в районе 25. Тут я взял за 15, вот уже все. Взял и есть. Так, тут апдейт произошел. Всплыли подводные камни. Снял я вот этот хинч для товинга. И что здесь у нас есть? У нас есть здесь вот такой вот друг, которого нужно поставить на место. Вот, соответственно, туда, где был удар, вот сюда, оно немного смяло. Зашел внутрь. Вот. И суть дела, нужно сейчас это все постараться каким-то образом вытянуть, так сказать, своими силами. Вот. Что из этого получится, мы увидим дальше. Вот. И еще такой момент, тот, что вот эта часть, вот эта, она должна быть ровна. А она вот сейчас, видите, углублена. Естественно, стапеля нет у нас. И выровнять это до идеала ровно не получится. Нужно хотя бы попытаться сделать вот это ровным. Понимаю, что нужно тянуть здесь туда. Вот. И пытаться выбивать. Потом это все дело мы загерметим, прогерметим и покрасим. Вот. Как оно будет, увидим дальше. В общем, чищу сейчас вот этот крепеж для товинга. Естественно, он здесь поржавел. Интересно в том, что, видите, они его покрасили, ну, на заводе, но оно полностью, ну, без грунта, я так понимаю, не покрасили его. Просто отслаивается от металла. Я не знаю, ни фирмы, ничего, я не знаю даже сколько ему лет, но состояние у него такое. Просто вся краска просто облучилась от него, видите, от него просто отходит сама краска. Вот. Но интересно о том, что я вот здесь площадку зачищал, и здесь, ну, нормальный металл, то есть он еще живой, и ничего, в принципе, страшного в этом нет. Ну, видите, какие пласты, листы просто вот такие вот пласты от него отходят. Вот. Моя задача сейчас чуть-чуть это буквально подубрать, чтобы не было вот этого всего торчащего дела. Хочу привести это в порядок, ну, примерно вот до такого состояния.
чтобы оно хотя бы было гладким, и покрашу краской. Она ложится прям на ржавчину. Я потом покажу баллончик. Вот. Естественно, это не должно быть выглядеть как-то очень красиво. То есть это чисто для себя. В основном вы видите только эту часть, которая торчит из машины. Видно только вот эту. Ну, тем не менее, я все равно хочу ее покрасить, чтобы когда машину поднимали, на инспекции видели, что как бы ржавчины нет даже на вот таких элементах. Это не считается вообще за элемент автомобиля, это уже как доп. Но тем не менее, я хочу, чтобы там было все ну, аккуратно, скажем так. Вот. Сейчас у меня там краска уже сохнет, я там уже все покрасил, покажу вам. Итак, друзья, прямое включение из-под машины. Выглядит на данный момент это у нас все так было сделано. Что-то было выгнуто, что-то было выстучено. Вот. На данный момент вы видите все ровненько. Здесь был еще, я положил немножко герметика вокруг. Вот это вот все герметик, это заводской. Также красил я по-нашему Gravitex. Чисто был вот в этой зоне, где я что-то делал. Все остальное здесь я просто подкрасил черным. Потому как я не хотел красить черным чисто в тех зонах, где я работал. Потому как когда будет инспектор проверять, и он будет делать фотографии, будет на фотографиях слишком явно, скажем так, видно, да, то есть те зоны, в которых была произведена работа. Поэтому, дабы немного отвлечь глаз, да, то есть я прокрасил вот эту вот полностью, так сказать, панель, вот, чтобы фотографии вышли, ну, более, скажем так, красиво. Вот эту сторона, вот эта, которую я сейчас снимаю, она не тронута вообще, то есть я там ничего не делал, я по ней ориентировался, как оно должно быть. Поэтому вот вышло вот так вот. Мне, в принципе, все нравится. Выгнал на свет, чтобы было виднее, накинул уже бампер. Все стало нормально. По зазорам тоже нормально. В общем, пойдет. Покрасил я эту штуку. Хич. Тоже пойдет. Черная, без ржавчины. Вот. В общем, следующий процесс каков? Колеса я уже сделал, задний бампер сделал, катафотик этот мы поменяли. Осталось, следующая будет работа над бампером, его надо снимать. И у меня здесь не зазор, видите? Вот. Опять-таки, почему, не знаю, потому как по крылу зазор, по фаре зазор. Здесь то же самое, все в зазоре, но сам бампер, точнее капот стоит странно. Точнее, я думаю, что не капот стоит странно, а стоит бампер странно. Вот эта часть упала, тут зазор у нас, тут крепление обломало. В общем, буду снимать, разбираться. Все дальше увидите. Все, продолжаем. Так, друзья, ну а дальше меня на самом деле ждали очень таких две неприятные новости, скажем так, которые вы сможете уже увидеть в следующем видео. Поэтому спасибо вам большое за то, что смотрели этот ролик до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и увидимся уже совсем скоро. Все, всех обнял, всем пока.